Привет! Сейчас я отключаю уведомления о новых подписчиках и лайках в моем инстаграм-аккаунте. Знаешь почему? Программирование — это моя суперсила. Каждый день на меня подписываются тысячи новых подписчиков, но обо всем по порядку. Я не из Москвы, не из Питера или даже не из города-миллионника. Моя малая родина — Стерлитамак, но работа моих родителей занесла меня в Таиланд. С самого детства я увлекался компьютерными играми, ведь они переносили меня в параллельную реальность. Меня увлекали все аспекты: сюжет, построение уровней и прочее. Те минимальные часы, которые мне позволяли играть, я думал о создании своей игры, своей реальности. Но на новый ноутбук я так заработать не мог. А старый сутками мог рендерить 3D-объекты. Программирование, сказал я себе, и стал его изучать, читать книги, посещать тематические форумы. Первый заказ от родителей стал отправной точкой в моем познании программирования. Сделав его, я получил свою первую $1000 и сразу же потратил их на MacBook. Затем, закончив 10 класс, я решил вернуться в Китай обратно к родителям. Да, они жили уже в Китае, а не в Таиланде, но это совсем другая история. С легкостью, буквально за 2 месяца, я нашел работу дистанционно в Москве и начал получать 80 тысяч. Работа заключалась в том, чтобы разрабатывать конструктор для чат-ботов на языке Python. После того, как я нашел работу, я переехал в Стерлитамак. Мне нравилась своя работа, но я хотел заниматься творчеством. И тогда появились маски в Инстаграм. Они помогли привнести частичку себя в камеры моих друзей и, как получилось, уже совершенно мне незнакомых людей. Я понял, что маски в Инстаграме могут создавать обычные люди, и я создал пару мемных масок. После этого я подал заявку в Инстаграм-бету. Прошло около 2 месяцев, меня приняли. Я выложил свои первые 4 или 5 масок. Они дали какой-то отклик, и тогда я решил, что можно устроить брейншторм с моим другом. Придумали пару новых масок. Одной из этих масок являлась игра клон Flappy Bird. Отличие заключалось лишь в том, что надо было моргать, а не тапать по экрану, чтобы птичка летела. Разработав эту маску, я выложил ее, и совсем не ожидая такого отклика, который в итоге пришелся, я начал смотреть. За первый день, как я выложил эту маску, на меня подписалось 10 тысяч человек. За второй день уже было 100. Проходит еще 5 дней, у меня уже 1 000 000. Каждый день мне приходят предложения о работе и сотрудничестве. И я продумываю уже свои последующие проекты. Программирование дало мне свободу и ощущение, что я причастен к чему-то большему. Маски — это лишь вершина айсберга. Чтобы их создавать, надо уметь и программировать, и рисовать, и 3D-моделировать. Программирование — это азбука 21 века. Выучив ее, можно изменить не только себя, но и весь мир. А если вы начнете изучать программирование с самого детства, можно добиться еще больших результатов.